Так, доброе утро, ребята. 12 апреля, день космонавтики. Вторник. 60 километров, чуть больше нам до места загрузки. Ну что, переночевал нормально на этом паркинге, блин, замечательно. Встал, позавтракал, все дела сделал. Заехал в порт, взял прицеп. Значит, ситуация такая по ДФДС. Если вы не успеваете взять прицеп, просто выезжаете без прицепа. И на выходе, когда там вставляете код вашего тикета, нужно помимо всего еще позвонить. Я вчера позвонил, говорю, какие дела, у меня не хватает времени, прицеп я взять не могу. Он говорит, нет проблем, I will cancel. Я, говорит, отменю пикап. Я спрашиваю, во сколько я завтра могу с утра подъехать? Он говорит, в любое время, 24 часа работаю. Вот. Ну и в итоге я подъехал сегодня утром, проходной, набираю пин, который присылает диспетчер, а он мне пишет, типа, прицеп не готов. Ну, нет проблем, беру трубку, соединяю с диспетчером, ну, не своим, а порта. И говорю, такая ситуация, я вчера не смог взять прицеп, на выезде сообщал, ваш коллега сказал, что все в порядке, cancel, можешь сегодня забрать утром. Он говорит, и пин не подходит? Я говорю, нет, почему-то не подходит. А прицеп на месте? Я говорю, ну я вчера видел, даже знаю его локейшн, R06. Он говорит, окей, попробуй еще раз. Я ввел по новой пин этот. И все, мне выдал тикет, я погнал. Прицеп на том же месте. Ну и в тикете указано, что на том же месте. Забрал его. Прицеп пустой, но, блин, 20 ремней в нем. А у меня их девать некуда. Придется мне как бы их не оставить в этом прицепе. Не важно, сколько буду крепить, потому что у меня бомболюки закрыты, полностью забиты. Ну, укомплектован. Напомню, должно быть у меня 30 комплектов ремней и 40 уголков. У меня, по-моему, больше там уголков, чем 40. Или даже 44 надо уголка. Ну, факт, что главное, чтобы хватало. Я вчера еще добрал то, что потратил. Вот. Так что эти 20 ремней я оставляю в прицепе. Хотя говорили, что ремни забирают где-то. Ну, либо здесь на базе, там ездит специальный человек, который забирает ремни. Ну, по-видимому, были, может быть, выходные, и человек не забрал. Пасхальные. Ну, значит, в следующий раз заберет. Потому что, повторю, мне их девать некуда. Здесь, напомню, нет у меня дополнительных чемоданов справа. Вот на той машине, которой я ездил, 23 с Андреем, там у него есть с правой стороны такой специальный большой ящик. А у меня такого нет. Ну, потому что там, по-моему, двухосный, а здесь трехосный. Ну, ничего страшного. Был бы день и было бы время, я мог бы сам, наверное, отвезти и отдать. Хотя я не знаю еще эту организацию. Ну, в смысле, алгоритм действия, если дофига ремней в прицепе. Но, думаю, ничего страшного нет. Напомню, мне сегодня в 8 утра надо быть на погрузке. Время показывает это 7:83. 7:80, 7:58. Я буду.
Ну а второй показывает 7,55. Напомню, что вот этот, который здесь стационарный навигатор, он видит обстановку по ходу на дороге и считает, учитывая пробки, дорожную обстановку, я так понимаю. Но альтернативные маршруты он не предлагает. По крайней мере, я еще не видел. Мои навигаторы они как бы предлагают. Хотя я редко этим пользуюсь. Потому что частенько не станешь на светофоре, он тебе предлагает типа объезд. Ну, зачем мне это надо, правда? Вот. Погода, как сами видите, отвратная. Спать хорошо в такую погоду. А вот ехать не особо. Ну хорошо, хоть проскочил Роттердам, Утрехт без пробок. Чуть-чуть была там одна, это не пробка, там просто трафик был такой, что скорость надо было сбрасывать до 70 и в одном месте до 50. Ну, я так рассчитал, что нормально должен успеть с 8 приехать. Но если, конечно, ничего не будет по пути за оставшиеся 55 километров. Да, еще раз спасибо Жене за паркинг. Хорошее решение. Там, в принципе, можно стать двумя машинами в линии. Если 2 места есть, то 4 машины. Но если вы встали раньше и ближе к стенке, а коллега встанет потом перед вами, то вам надо рано выезжать, ну как бы вы. Я поставил спереди, но если коллега приехал, то я, конечно, подвинулся так, мало. Но срывать паузу чревато. Вчера как-то не понял я. По тахографу мне показывает, что я еще могу работать 17 минут. А по моим записям я начал в 5:20 и закончил в 8:23. То есть как бы 3 минуты переработки у меня. Но очень как-то странно. Потому что я считаю, если ты открыл страну в тахографе, уже время, смена пошла. Оказывается, пока я на молоточке не встал. Ну, по тахографу, так мне тахограф показывает. И распечатку я сделал тоже. Как-то я как-то не уверен, что... И тахограф всегда пишет правду. Но по-любому страну открыл я. В тахографе видно в 5:20. А движуху начал, типа, молоточки поставил 5:37. Потому что у меня там вчера делал обход, прицеп левый поворотник не работает. Думал, вообще труба. Левый поворотник — это важный поворотник. Правый поворот. И вообще поворотники в прицепе важная штука. Но решил передернуть контакты, из-за погоды может быть что-то не так. И все в порядке, заработало. Я обычно включаю аварийки, да, и иду смотреть вокруг прицепа. Up and down. 22 километра надо будет там уходить. Вот. Причем я всегда это делаю. И утром делаю, и когда прицеп беру, конечно, тоже делаю. Аварийки включил, и видно все. Работает поворотник или не работает. Не надо там дергать ручку лево, право, лево, право. Вообще, что-то мне как-то контакты не особо нравятся. У меня было так, что вот когда я стоял возле Икеи, у меня почему-то
ни с того ни с сего включались аварийки. Видно, где-то что-то с контактом. Сейчас мы будем уходить вправо. Мне такое ощущение, что я там был. Вот. Ну вот, ёпрст, ну что ж ты тут тормозишь-то? Бену, аптека. Смеюсь. Если такое повторится, надо будет в гараже сказать. Еще заметил такую вещь в этой машине, что если завести двигатель, ну, минут на 3, на 5, вот сколько мне нужно было, чтобы подогреть, скипятить водичку, а потом выключить, и когда по новой запускаешь двигатель, получается, что какой поворотик такой. Надо аккуратно в него входить. Дождь. Ретардер можно использовать, но нужно аккуратно использовать, чтобы не понесло. И тогда потом запускаешь двигатель и не выскакивает этот алярм, что низкий уровень охлаждающей жидкости. Ну, может быть, совпадение, но уже пару раз вот так получалось. То есть, получается, вероятность того, что не будет гореть алярм, очень велика в этом случае. Чем просто завести двигатель, не глушая его, начинать движуху. Интересно, что там я грузить буду. Варианты есть. Бывает, что надо грузить эту, как его, гигиенические вещи, женские, детские. Не, поедем по этому, нормалек. Можно ехать по этому. Она открыта. Ну а так посмотрим. Либо какое-нибудь опять печенье, бисквит, потому что груз опять на Англию. Я подозреваю, сейчас я загружусь. И обратно эти 140 километров повезу в ФДС. Потом, видимо, возьму там прицеп. И обычно, наверное, повезу какие-нибудь отходики. Отходы, кстати, бывают реально разные. Одни бывают даже не чувствуешь, что там что-то лежит. Вот как у меня сейчас было. Ну, вчера видели, который я сдавал. Там бумага была. А бывает такое, что на паркинг не хочется заезжать, знаете. Ну, это, я думаю, что зависит от времени загрузки, потому что если она мокрая, это все, то это, конечно, грубое дело. Хотя, насколько я знаю, отходы сырые, особенно ветошь, грузить опасно. Она начинает внутри гнить, тлеть. Может быть, не так хорошо. Все что угодно может случиться. Ну ладно, ребята, еще раз добрым утром, еще раз всех с Днем космонавтики. Кстати, помню, как я в прошлом году тоже снимал видео День космонавтики, когда еще на Тестер-кампе работал. Ну, мы продолжаем движуху в сторону погрузки. Уже 44 километра остается до точки. До точки вброса. Увидимся.
так, и так, и так, и так, и так. Как бы подъезжаем, хотя еще 7,5 километров, даже больше как бы остается. Ну, тут заехали в городок. Сейчас направо будем поворачивать. Пока я что-то не узнаю, здесь это было, не здесь. Пока не то место, про которое я думал. Аппелдор. Thank you very much. Даже здесь, видите, пробочка. Вроде простая дорожка, но пробочка. Хорошо, что не в мою сторону. Ой. Ну, как обычно, погода. Вот интересно, это правда или нет, что мне рассказывали, что голландцам, кто работает и ездит на работе на транспорте, компенсируют какие-то денежки за поездку. То ли 4 цента за километр, что-то такое, и поэтому очень много транспорта. Хотя говорят, что Голландия велосипедная страна. Им нужно было бы компенсировать, если они на велосипедах ездят. Мало общественного транспорта. И работы, конечно, мало общественных. Ну, не знаю, насколько это правда. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Вот, кстати, любят они выращивать цветы. Пони здесь, пони, овцы. Классно. Нравится мне Голландия, хоть вот такая погода сейчас. Ну, что поделать. Блин, главное, чтобы только не на мост на такой заезжать. Ну, его в бане. Я помню, я, такой мост один заезжал. И вот так же, с угла. Пришлось задом сдавать. Больше нельзя было взять радиус. Повернул налево. Немножко задом сдал. Чтобы зад прицепа зашел на бордюр, даже туда вплотную почти к дому. Тогда я вывернул, иначе бы я снес эти железные бордюры. Тут-то хоть хорошо, вот он еще как бы под углом идет, а там прямой был бордюр. Я где-то работал в Хестеркампе, по-моему. Да, кажется, в Хестеркампе. Такое место. И там еще место загрузки такое, в яму въезжать. В яму достаточно трудно, выехать, особенно с правой стороны. Ладно, когда там пустое место, но когда там машина еще стоит. Я сначала не понял, почему там один заезжает, второй ему помогает. Думал, мало ли там экипаж. Оказалось, нет. Потом я сам помогал. И мне помогали. Ну как, показывали. Там так низко в яму, и туда еще заезжать надо было вовнутрь ангара. Блин, да. Заезжаешь вовнутрь ангара, и потом чуть-чуть вперед выезжаешь из него. Вот такая погрузка была. А что там грузили? А, ну там ребята такие нормальные были, да, вспомнил. Они мне еще этого самого надавали. А это тоже было, кстати, перед Рождеством или Новым годом. Они мне надавали там, ну как,
Red Bulls, только не Red Bulls, а какой-то другой энергатор. Он говорит, блин, это самый лучший, это, блин, спать не будешь. Я говорю, в смысле? Ну вот, говорит, да, по-моему, это было Рождество. Говорит, а чтобы вот всю ночь, говорит, веселиться, говорит, надо вот этого выпить, и будет все окей. Я говорю, серьезно? Говорит, ну да. И я, по-моему, его долго не пил, и где-то я его кому-то отдал я, одну банку себе оставил, вот не помню, то ли когда я домой ехал, я его выпил, то ли... Не, я его выпил, когда в Белоруссию ехал, точно. Уже из дома, когда ехал с женой. Ну вот видите, вот такие вот узкости. Но это еще не узкости для Голландии. Наверняка все видели в Ютубе, да, такой момент, что, грубо говоря, по односторонней дороге, ну, две легковые еле разойдутся. Приехали, встретились, фура и караван. Из 3 машин. Вот это было круто. Вот это засада. Поэтому всегда, когда я в Голландии, либо во Францию выезжаю на такие вещи, выезжал. Ну, бывало у меня там погрузки в таких местах. Даже вот в Карготрансе в последний раз было. То, ребята, колдуешь, как это называется, магией занимаешься, чтобы только не было встречной фуры или автобуса. То я помню, когда начинал работать в Германии, уехал я на серпантин, тяжелый, зима, и мне навстречу автобус. Ёпрст. Не, разошелся, все в порядке. Но это было, для меня это был такой первый достаточно серьезный шок, знаете. Не, ну, хорошо, нормальный был автобусник, не торопился, ничего, мы так аккуратно разошлись, еще темно было. Там где-то есть у меня первых видео на канале про дальнобой. И, по-моему, когда последний раз я был в Эстеркампе. Эстеркампе это было или Фикс? Нет, по-моему, в Эстеркампе. Там мне пришлось с пожарной машины разъезжаться. Но они такие молодцы, ребята. Они назад сдали. Метров так 300 они сдали назад, потому что там такое поле было. Или там спасатели были, или пожарники, я уже точно не помню. Там такая замысловатая, загадочная дорога, загадочные знаки. Знак стоит, что проезд запрещен, а потом за ним стоит знак, что проезд запрещен направо. И все, блин, фуры идут прямо, потом разворачиваются там, чуть ли не в поле возвращаются, идут под этот знак. Видно, там табличку снес кто-то, эту дополнительную информационную с первого знака. Пошутил, знаете, там. Нечаянно. Да, и вот дождь, когда вылазят все. Но здесь так еще не особо. В Германии-то, конечно, там, помимо того, что вылазит, они еще еле едут. Вот 1 километрик, ребята, остается. 7:55 мы должны приехать. Сейчас будем смотреть название. Smart какой-то там. Smart Parking Solution. Я сначала, вчера, когда получил, думал, о, в Бельгию быстренько, в Мейер сгонять, вернуться, нормально. А оказалось, это не Мейер. Это а Мейер, это, напомню, на границе между с Голландией в Бельгию. Так, теперь что у нас тут? Вот Smart.
Вот это и есть Смарт, да. Вот сейчас нам сюда, по-моему, заезжать надо будет. Нет, это не то место, где я думал. Ну, я думаю, что здесь надо заезжать, другого варианта нет. Лодинг. Куда нам сейчас ехать? Сюда? 17. Ага. Лодинг. Сюда показал. Лодинг док. Here. Сейчас пойдем к дяде. С референс номером. Ну все, вот приехали, ребята. Сколько время у нас? 7:57. Сразу чувствуется, что все хорошо. Сразу туалет, кофе. Есть желание, нет желания. Голландия, я говорю. Это что Франция, что Голландия мне очень нравится. Приятные люди. Немцы тоже неплохие, но просто, скажем, больше таких зажимистых встречается. Так, ладно, лодинг док 4-5. Сразу спросил, первый раз, я говорю, да. О, объяснил, туда направо, налево, 4-5 рампа, короче. Ой, тут надо что заехать. Тоже, наверное, бумага. Наверное, сюда взад надо будет сдавать. Хотя тут написано Ф. Проезжаем. Док 4-5. Где док 4-5? No smoking. Так. Это что ли? Ага. Да, 4-5. Ну, это что, все просто. Если, наверное, надо заранее дверь открыть, конечно. Пойти. Я понимаю. Чтобы коллеге было тоже хорошо. Правда?